Чины. Самое крупное озеро в Западной Сибири, сформировавшееся к концу ледникового периода около 13 тысяч лет назад. Озеро является слабосоленым, но из-за своих масштабов уровень минерализации отличается. В юго-восточной части озера соленость ниже. Наряду с минусами солоноватости в ней есть и плюсы, а пестархоз у рыб озера Чины пока не отмечен. Обитает в озере 16 видов рыб. Наиболее многочисленным является карась. Именно он и привлекает большинство рыбаков со всех частей нашей области и соседних регионов. Для кого-то это рыболовная Эльдорадо, а для кого-то место заработка и пропитания. Началось наше путешествие с критических повреждений двигателя. С пробегом в 330 тысяч километров без вмешательств в силовой агрегат прокладка головки блока цилиндров дала пробой. Вот сколько пара дает машина. Дым вообще ничем не пахнет, просто нормальный выхлоп. Такая вот картина происходит. Но мы едем дальше, да? Нам скорость нужна. По расчетам, ближайший открытый магазин будет только в Купино. Нам срочно нужно купить масло и много антифриза. Вот такой нелегкий путь ожидал нас на озеро Чины. Самурай! Почти доехали. Бескрайние степи. Сережа меняет эмульсию на масло. Антифриз литрами уходит из системы охлаждения. Периодически доливая, мы проезжаем последние километры до пункта назначения. И вот мы с вами уже на снегоходе. Преодолев напряженный путь в 500 километров, можно наконец-то расслабиться и сидеть в здоровенных санях в предвкушении именно той рыбалки, ради которой все и едут на весенние Чины. Буран тянет как танк, неважно, что будет под гусянкой, снег, лед или уже открытая сухая земля, он просто едет. Приехали? Да. О, я и говорю, вот здесь вот мужчина сидел, сутки отсидел, ну, только чисто чебак клевал под камушком. А вот туда в камыш прям залазишь, там карась неплохой. Вот, литру, я тебе скажу, какая лунка карась и какая чебак. Ну а что, у вас карась клевал? И карась, и чебак. Окуней нету? Так, ну тут мужики порыбачили немножко. Чебак. Такой, да? Угу. Ну, карась всякие разные, да? Ну вот, видишь, вообще здоровый, вот хороший, он попадает. Я бы вот таких вот лучше половил на самом деле. Сковородочный. Да вот. Одна лунка все выдает. Днем и ночью, постоянно. Всем привет. Заходите, посмотрите, как мы отрыбачили. Найдем мы эту лунку или нет. Привет, друзья! Ну что, вот мы с вами находимся на замечательном озере Чины. Сегодня мы с Саньком вдвоем будем осваивать карасевую рыбалку. Ну, как осваивать? Саня уже умеет, а я только учусь.
Поэтому предстоит нам рыбачить 2 суток. Заехали мы в домик. Будем рыбачить и в домике, и ходить бурить, искать карася. В общем, все должно быть замечательно. Ну а как все это будет, смотрите в этом видео. Начинается наша рыбалка, и помогать нам в этот раз будет подводная камера Yass-52 Active Pro. На мой взгляд, одна из лучших подводных камер на сегодняшний день. Она очень эффективна как для поиска рыбы, так и для записи красивых поклевок. Ну вот, пришел, ловим там карася чуть-чуть, но не клюет ни хрена. Пришел мормышку перевязать, пока вот перевязал мормышку 15 минут. Вот, сорога вот такая вот, ну как, такие вот чебаки, сорога ловится. Ну я одного карася поймал, Саня уже штук 7, наверное. Так вот потихонечку ловим. Ну вот, первый день. Рыбачим потихонечку. Сегодня так, предварительно отловились. Ну, небольшие карасики ловятся. Такие вот. Вот. На улице. Мы просто на улице карася ловим. А в домике у нас ни хрена карася пока что нету, не пришел. Вот. Такие карасики. Ну, вот у меня где-то вот такой вот попался. Вот. Сани побольше. Ну, он побольше на улице сидел. Я в домике пока пивасик попил. Пока туда-сюда вышел, одного быстренько поймал. Завтра будет полноценная рыбалка. Вот, короче, с Саньком сидим. Ждем. Рыба не клюет вообще сегодня. Короче, пока что разгрузочный день у нас. Не клюет примерно вот так. Ну да. Ну да, не, ну правда не клюет сегодня. Карась не клюет. Вот только пол-ведра всего. Это сверху поймали. чебак, там снизу карась. Ну да, ну как бы ну поймали, но это типа стрёмно считается, как бы типа не клевало вообще. Саня он грустный сидит вообще, говорит, хреново. Да, Саня? Так, надо, чтобы ничего не попадало нахуй. Ну, на них прикол. Да если наверх не нормально, просто туда, ближе к стене нахуй. Ну ладно, главное лунки закрыть. Не закрыл. А, он вон такого. Там заберет, только цепляет. После первой ночи, проведенной в домике, мы сделали вывод: карася тут нет. Нужно переезжать. Надрываясь, рычит мотор. Гусянка всеми грунтозацепами впивается в скользкий лед. Так, ну все, перетащили домик на другое место. Все, будем разбуривать лунки. Интересно, в какой стороне они от камеры были? Смотри, они прям вот в упор, прям смотри, их стоит. Вот. И они Смотри, едят. смотри, сейчас Самое клюнет. главное, что они не стоят, они едят. Это вот он подплыл к мормышке к моей. Ну, замри.
Они не маленькие, по-моему. Может, стоит еще подкормить, пока они рядом. По чуть-чуть. Давай бахнем. Давай по чуть-чуть бахнем. Да. Обычно так люди говорят, правда, в других ситуациях. По чуть-чуть мормышем. О, смотри. Хоп, увидел мормышку, смотри. Увидел такой? И такой, опа. А что это у нас тут? Камеру вел. Опа, есть 52. Если бы карась был, то другой базар. Сейчас под язык увидит, приплывет. Нет, пошел. Ну, что-то он, видишь, у него активности нет. Он хотя бы в этих краях есть. Где домик стоял, там вообще ни одного в камеру мы не видели. Так что тут надежда у меня пока еще это, вернулись. Немножко. О, сейчас мы заблатуем пацана. Караси-то неплохие плавают. О, смотри. Давай. Есть, и тыщи. Красавчик. Оба. Хороший паренек попался. Такой вот, друзья, карась. У нас здесь пока не клюет. Наши лунки молчат. Мы идем на улицу. Забурили несколько лунок и будем пробовать рыбачить. Чтобы вы все видели максимально. Кивок я буду вот так вот. Я же все-таки инженер. Будем применять подручное устройство. Ясь, что ли? Слушай, а мне вчера чувак сказал, что ясь всегда становится вот так вот на брюхо и на плавники, прикинь. Реально так и есть. Он растопыривает, потому что вон те, он поджаберный. Ну. Снял? Ну, я не снял, как ты вытаскиваешь далеко. Сразу клюнул. Слушай, ну, ясь. Хрен ли он тут забыл вообще? Ясь — это вообще ценная рыба промысловая, если что. Такой вот язёк у Саньки попался. Хороший. Скажи, самое главное, что он не апистрофор. Ну да, не то что в нашей оби. 90% обскова. Ну. О, поклевочка. Чебак. Сорожка. Ну, она тут так и клевала вчера. Я, сука, сейчас буду сорогу-то ловить, буду кормить птиц. Еще одна сорожка. Хорошая. Так, а наши вчерашние были... Вот они. Как искать рыбу на чинах? Я говорю, камера, не камера. Она говорит, в камеру на чинах ищет только камыш. Он смотрит, чтобы там совсем леса не было. То есть рыбу на чинах... Ну, здесь вот конкретно совсем лес. Вообще нету и лес, и рыбы нету. А, Серег, а та? Да то же самое, она, бля, пробивает Там далеко. нет. Давай вон стой, посмотрим, где я ловил. Ну вот карась стоит. Че, Серег? Вот карась стоит. Где? Вот, видишь? Вон он, ну. Вот он. Нихуя. А, вон. Ага. Вот он, ну, вот он. Че, оторвал? Да нет, решил поменять. Да я вот такую вот медную. нахуй. Вот я на такую ловлю. Так ты же золотая. Вон она золотая. Вот это? Ну, Это медная. надо как посмотреть.
Ну, медная красноватая, золотая желтая прям. Стой. Че? Давай, покажу тебе, как привязывать. Я так привязываю, мне так больше нравится. Чтобы она под наклоном 45 градусов висела и колебательные движения там производила. Обматываешь через цевьё? Да. Оборотов 5. Тик. И в эту петельку. Тик. И все, да? Нет. Мочим ее, а потом уже затягиваем. Узел. Ну, это понятно. Этот что узел, это... он нагревается, да, когда его протягиваешь. То, что тут кусок лески торчит, ничего? Не, ничего. Да, иди ты нахуй. Смеется. Ну, вот сейчас ее подвесить в руке, как она висит. Ну, под 45. Вот. Вот на границе, вот они так-то правильно сидят. Вот вообще, типа, говорят, на границе камыша и вот этой. Пойти в домике попробовать. Ну что, ловится? Есть карасик взялся. Что, поймал? Я вон за домиком поймал сейчас. Да. Ну, как обычно, вот такого. Не, ну как обычно у нас не очень хороший. А ты чебаков сюда закинул, да, моих? Ну если их нет на льду, то закинул. Ночью замерз. Видел лебедя? Я услышал его. Прикинь, она просто захавала его за один заход. Что она должна была суши из него? Нет, ну я думал, она там его погрызет хоть. Сейчас покормим птичек. Вообще не крупный, одним глотком захавала. Сразу поклевка. Есть. Есть хороший карасевич. Тот интересней. Есть. Есть еще один. Вот это карасики. Вот это карасики. Вот это карасики. Есть. Хорошо бьется. Так. Карась зацепился, хорошо. За что-то зацепился. Угу. Приспустили его. Сейчас камерой посмотрим, что там происходит. Опускаем камеру в надежде обнаружить нашу зацепившуюся рыбу. Опа! Карась. Но это не наш. Вальяжно разгуливая между камыша, этот дружок даже не подозревает, что его братишка где-то рядом в западне. Поиски продолжаются, и мы поднимаем камеру под самую кромку льда.
Вот он наш бедолага. Будем доставать багром. Карась зацепился, блин. Саня! Сань! Иди сюда с багром. Вот ты вот зацепил. Ага, бьется. Вот он, все, пошел. Давай. Ну это трофей по нашим меркам. Сань, не матерись. Пикнешь там, да и все. Да, ой, звуком чаек, запиши звук чаек, видео замени все маты на звук чаек просто. И все, прикол. Ну, почему-то в этой попробуй. Я там поймал одного. Да? Да. Пусть нагадил. Оторвал с мормышкой, прикинь, гад. Сорвался? Сорвался с мормышкой и ушел. Рыбаки в пруду ловят карася. Карась очень вкусный, пожарю я. Есть. Есть. А вот карасики пошли вроде более-менее. Один за одним. Что, какая лунка лучше сработала? Вот это? Ну они, ну вообще вот там я 3 поймал, здесь одного. Ой, еще одного достал. Это там поклюнул. Угу. Вот, тут поклюнул. Ну тут веселее, он мелкий там. Ну, пацан бодрый попался. А? Бодрый пацан попался. Ну вот, потихонечку, помаленечку полавливаем карасиков. Так, подкинули мормыша. Мормыша очень хорошо видно. Надеемся, что сейчас карась на это скопление мормыша подойдет. Так, подошел карась. Есть. Это мелкий карасик. Первый, который подошел, был покрупнее. Благодать. Ну, Прям давно я ждал уже. о, поклевка. Есть. Очередной карасик у нас на крючке. Пускаем на дно, увидели дно и на 5 сантиметров подняли вверх, и все, и вот потихонечку играем. Посмотрим. Подошли сюда, ребята, нет? Да, прикинь. Прям опустил, карась стоит. Сейчас мы ему пацану прям. Вот он увидел. Смотрим на кивок. О, другой подходит. Мормыша, главное, он соблазнился на мормыша, а на это, на мою не хочет. Куда ты поплыл, старичок? Прикинь, прям опустил 2 карася. Стояла. Мормышку опустил, они просто ушли. Да не кабан, кто-то там плывет. Не, ну он сегодня гораздо крупнее, чем вчера. Вчера-то вообще какая-то фигня клевала. Во-во-во, увидел. Пробирается, смотри.
Давай кабан. Есть. О, в лунке. О, кабан. А ты говоришь, не кабан. Вот это карася. Ну что, Карасевич. 900 грамм. Вот это, друзья, Карасевич. Вот это пацан. Прям пробирался, видел, через Я кушари. видел. Давай, влезь. Прям пробирается такой через кушари, пацан, прям целенаправленно. Бля. О, я ошибся. Сколько? А сколько ты думаешь? 600? 450? 750? 750? Ну, 740. Ну вот такой вот Карасевич 750 грамм вытянул. Вот это вот карасик. Сегодня приходится ходить от лунки к лунке. Карась не особо активный, и его приходится искать. Заранее пробурив около 100 лунок, мы подготовили плацдарм для поиска неактивной рыбы. Пока мы ждем заветную поклевку, чайки ждут очередную порцию угощения. Время от времени поиски дают результат. Мелкий карась пришел. Ну, едовой. Ну, будем ждать вечера. Будем ждать вечера. Вечером все равно поактивнее клев. Ну давай. Просто вон вдали, видишь, и ушел. Может, он сейчас развернется и ищет дорогу. Так, вечерний карасик. Мы тебя ждем. Так, увидел. Есть. Развернулся и клюнул. Так вот как нам его теперь достать? Что там? Я ты видел? А ты багром его прям зацепил? Да. Ну, наверное, кстати, надо посмотреть. О, сразу, прикинь, клюнул. Короче, в домике, походу, мы не будем сегодня рыбачить. Так, еще один. Карасевич. Есть, второй сразу же. Чебак. Вау, на разворот такой сразу. Смотри, на разворот. Так, по глиссаде заходим на посадку. Давай, 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 давай. Завис. Опа. И эти сразу на него начали. Ты чё, типа, черт, что ли, блин? Чё нам не сказал? Он такой сытый вернулся, знаешь, довольный. Ты чё, блядь? А я-то думал. Ну. Он так загнулся, как... Ну ладно, не пи***те, вот вам еще. Просто кормим птиц. Так, прикормили еще. Бы хромешок бы наловил. Мутное какое-то. О, ну все. Привет. Чебаки? Ну. Сейчас вот.
О, вон карась. А, нет. Стая чебаков. Стая чебаков уже под карася маскируется, уже Ну. еще кинул прикорм. Так, понятно. Ого. Подъязок. Вот и. А? На червя, да. Сейчас посмотрим. Вот это лапать. Там еще прям за тобой. Друзья, вот это карасик. Вот это карасевич. На червя взял сразу. На червя? Да. Ты вот это сейчас только, да, был? Да. А он-то не был? Опа. Слушай, кабан взялся. Кабан взялся, не могу вытащить. Багор. Ах ты, так. Во-во-во-во-во. Ну, кабанчик. Можно так сказать. Тем не менее. Хороший. Ночная рыбалка в домике. О, крепко. Сидит, я думаю. Ой. Вот такие карасики ловятся потихонечку. С расположением домика на этот раз мы угадали. Единственное, что затрудняло рыбалку, это сплошные заросли камыша. Мормышка то и дело цеплялась за подводный лес. Сковородочный. Прям вообще само. Да нет. О, игру взял, хороший, смотри, кабан. Ты чё, кабан? Он то ли в лунку не идет, то ли зацепился. Ну. О, все, пошел. Пошел. Ну. Нет, он просто какой-то активный слишком был. Тоже на игру, прикинь. Ну. Тоже хороший. Колобочки такие прям. Несмотря на постоянные зацепы, наша ведерко постепенно пополнялось серебристыми карасиками. Сидит уже. Есть. Прикинь, белого опарыша поставил. Сразу смотри, какой лапать. Прикидываю. Так, ранил. Достал. Шлепок такой, да, прям, бряк. Веселее чебака прямо ловить. Так, ну что, друзья, одеваемся и идем на улицу. Здесь половили немного. Пойдем на улицу ловить. Так, ну что, друзья, утро. Давайте прогуляемся. Так, опарыши, за мной. Наживочка.
Сейчас подойдет наша. Будем пробовать утреннего карася на улице половить. В домике половили немножко, но самое время попробовать. Самое время попробовать на улице. Утреннюю зорьку, так сказать, отрыбачить. Есть. Сорога. Так, ну мы позавтракали, надо покормить ребятишек. Ваня стартанул сразу. Оба, сразу. Окунек. Ну здесь, блин, нехрен делать, если тут такая шляпа плавает. Понял, как эффект, как от самолета. Снегоход уже вон он едет. Далеко, а звук только вот я сейчас услышал. Ну, звук же относительно не такая уж и большая скорость. 330 метров в секунду. Это разве много? И какая у света? Скорость света 299 миллионов метров в секунду. Ну, можно считать 300 миллионов метров в секунду. Там потому что цифрок очень много сзади. Их не запомнить. Здесь у нас карася нет. Идем в другую лунку. Вот эту, например. Я вам дал рыбы, что вы орете? Опа. Есть карасик. Есть карасик, попался. Ближе к дну опустил, и он взял. Да, трудовая рыбалка у нас получилась. Трудовая, друзья, рыбалка у нас в этот раз. О, есть. Очередной карасик у нас на крючке. Есть. Вот это хороший. Это хороший. Вот он. Второй с лунки. На белого опарыша. Че, вы во сколько за нами? Там есть вахта сменная? Вы сегодня, да? Да, сегодня в обед. В обед. Позвоните, Позвоните, как за час позвоните. Вот это прикинь. Сегодня крайний день нашей рыбалки, и утреннюю зорьку мы решили отрыбачить в соседних камышах. Вон там окушарик неплохой. Здрасте. Мы так чисто полюбопытствовать. Это за утро? Так это вы же вчера здесь и сидели, да? Че, Сань, давай это, время тратить не будем. Понял, куда идти? Так а что, ну давай вот здесь и забурим. Вот. Вот здесь. Ну не будем. Вот. Смотри. Ну это прям вот так дорожка. Да. Вот здесь понял, поклевка сразу была и все. Это вон там, да, вон, где бугры? А, Сань, где мы видели? Вон та или вон те? А вон ту не разбуривал? По-моему, мы вон там видели как раз. Я попробую туда. Перебежки от лунки к лунке. Вот это, друзья, рыбалка. Трудовая. Есть.
Есть поклевочка. Есть карасевич. Хороший. Это хороший карась. Есть поклевочка. Есть. Дождался. О, какой кабан. Вот это кабаняка. Ну, друзья, очередной кабанчик попался нам на крючок. Вот такой вот карасевич. Это карась бодренький. Это карась бодренький. Вот. Ладошка моя. Такой зачетный. Приветствуем рыбаков. В домике никаких точно. Вон все избурено, это вот мы за 2 дня тут решето просто сделали. Ниссанчик тяжелый, может вы его перетащить сможете вон туда. Вот там, по-моему, получше клюет. Мы еще порыбачим, а потом будем собираться уже. Так, у нас Шурик все, да? Ну, я думаю, там толку от нее не будет нисколько. Со дна просто взял. Сань! Прикинь, иду такой, смотрю, кивок загибает, короче. Кивок загибает, а у нас тут карась загибает кивок. Есть поклевка. Есть. Еще один карасик. Такой вот. Есть. Есть еще один. Еще один поцик. Хороший. Сковородочник. Луночка рабочая. Потихонечку сидим, ловим. Ждем очередную поклевочку. О, и вот она поклевка. О, какой! Какой карасевич. А? Неплохо. Свежего опарыша и опять навстречу приключениям. Здесь поинтереснее уже будет, чем в домике у нас. С одной лунки 4 карася уже за 15 минут. Так, перейдем на другую луночку. Опа. Есть. Есть очередной карасик. Взялся. А ты же вон бурил вот здесь ближе, Сань. А? Вот здесь ближе бурил. Где? Вот здесь вот. Не, мне надо вот здесь. Надо уже собираться, похоже. А? Ну надо собираться уже. Ну я 5 штук поймал. Есть еще поклевочка. Еще поклевочка. Есть.
Есть. С ударом прям. О! Вот это карасяндрий. Вот это карасяндрий. Хороший. Ну, вот так вот потихонечку сидим, ловим. Вот с одной лунки карасиков. Там вот еще лунка. Еще вон 3 карасика. Ну вот, близится к завершению наша карасевая поездочка. Ну давайте, еще один карасик и будем закругляться. Ну что, друзья, сейчас поймаем крайнего карасика и будем сматывать удочки. Есть. Вот он. Вот он, друзья, наш крайний карасик этой рыбалки на озере Чины. Вот такой вот карасик. Все. Можно ехать домой. Вот и окончилось наше путешествие с вами на Чины. Едем домой. Это грива называется. Переехать через гриву. О, а вот и лето. И сразу теплее ветер. Понял? Ну что, друзья, вот он сегодняшний наш улов. Точнее, за 2 суток. Давайте посмотрим, что тут у нас. Раз, 2. 3, 4. Ну вот, чины радуют уловом. Хотелось бы лучше, но пускай будет так. Так, ну а сейчас что, мы делим рыбу и все, и газуем домой. Все, всем ни хвоста, ни чешуи. Увидимся на реке, всем пока. Где сазанчик? Вон они. Сазан!